Я немножко приболел, потому голос такой, сниму видео сегодня дома. Но дело в том, что сейчас идет шумиха, в Аргентине снова заговорили об эмигрантах, о депортациях, платной медицине, ужесточение въезда. Что это, борьба с преступностью или предвыборная шумиха? И хотел бы немножко объяснить всю эту штуку, потому что сейчас везде, как раз эти пару дней, это сильно-сильно везде обсуждается. Что объявили у нас официально? Что указ президента, который якобы ужесточает правила для получения резиденции, потом упрощает депортацию преступников и разрешает университетам и госпиталям брать деньги с эмигрантов без документов или с временной резиденцией. Вот это я хотел обсудить, немножко рассказать на эту тему, разжевать. Я тут кое-какие ссылки себе поделал в компьютере. Вот я тут сижу с компьютером, так что не думайте, что я там это, просто чтобы были цифры. Утверждают, что 1,7 миллиона мигрантов приехало в Аргентину за последние 20 лет. И, кажется, серьезно, сейчас проверим, что из этого правда, а что дымовая завеса. Значит, что уже было в законах у нас до этого? Потому что заявление звучит как новость. А у нас сейчас предвыборный год, то есть выбирать будут парламент осенью, плюс вот выборы через 2 дня в провинции, в городе Буэнос-Айрес будет. И нашему правительству надо победить на выборах, чтобы парламент был большинство, чтобы там в Конгрессе было большинство, чтобы везде было большинство, иначе они не смогут просовывать свои законы, которые они хотят. И, соответственно, надо перед выборами везде гнать шумиху, вот новые законы, вот борьба с преступностью, с эмигрантами и со всем остальным. Теперь будем разбираться. Заявления звучат как новости, но почти уже все это есть уже в действующих законодательствах. Почти все есть. Уже действует статья 29 закона о миграции. Она не пускает людей, осужденных на 3 и больше лет из других стран. Так что то, что там не будем пускать преступников, у нас и так уже есть такая статья в законе, которая не пускает. Дальше. Депортация. Уже возможны по решению суда. Нельзя просто взять и выслать, решает судья. Так что тоже с депортацией, там столько шумихи, будем теперь за каждую провинность депортировать, чуть ли не знаю, там не повиновался полицейскому, будем депортировать. Все это красиво звучит, но на самом деле только судья может депортировать кого-то из Аргентины, и не указом президента кого-то тут будут депортировать. Так что шумихи много, но на самом деле остается то, что суды имеют право депортировать или нет. А это и так уже было. Так что опять получается немножко, как у нас называется, венде уму, то есть продают дым. Сокращение сроков обслуживания невозможно без изменений закона, а значит требуется обсуждение в Конгрессе, а не указ. Так что сроков высылки тоже нельзя, надо Конгресс собирать, чтобы Конгресс это установил, а не просто указом президента можно там все посокращать и всех повысылать. Все это уже работает, но решили это преподать теперь как нововведение, чтобы произвести эффект на публику, потому что перед выборами нужен эффект. Иначе не получим голосов, не получим потом продвижение своих законов. Зачем все это? Это политтехнология. Классический прием предложить вину за экономические проблемы на других, в том случае и на эмигрантов. Примерно 1,9 миллиона иностранцев в Аргентине, это по переписи 2022 года, это всего лишь 4% населения, и большая часть тут находится легально. Вот из этих 1,9 миллионов иностранцев, большая часть это легально находится. Цель – это вызвать у части общества, вот мы страдаем, потому что у нас там плохие мигранты, потому что они не платят, потому что то, потому что все, и все это, а правительство, мол, типа наводит порядок. Вот это цель всех этих законодательств. Это больше психологическая и электоральная манипуляция, особенно перед выборами, чем на самом деле что-то изменяется. Смотрим платную медицину и университеты. Объявляли, что теперь иностранцы будут платить. Но это уже делали некоторые провинции, например, Сальта, Кабо, Буэнос-Айрес, только для нелегалов или временных резидентов, а не для всех. Потому что резидент перманенте, который имеет ДНИ перманенте, который имеет постоянку, он имеет такие же права, как и граждане Аргентины. И это по Конституции закреплено. Так что никто его не заставит ничего платить, даже если он иностранец, но живет здесь легально и имеет ДНИ перманенте. Так что все только для нелегалов. А нелегалов самих тут не так уж и много по сравнению с этой всей шумихой. Университеты могут решать сами, сказали, типа брать деньги или нет. У них автономия. Но это же не новость, это и раньше была автономия университетов, и раньше они тоже могли решать сами, брать деньги или не брать деньги. Так что на деле меняется очень мало.
кроме громких заявлений в предвыборной кампании. Тем более многие заявления были и другие, например, там, пускай достают все свои доллары из-под матрасов, идут там, покупают, не покупают. И когда говорили, что вчера типа объявят, да, это не объявили. Почему? Потому что сказали, нет, там все подумают, что это предвыборная шумиха, мол, типа выборы-то в воскресенье в городе Буэнос-Айрес. Соответственно, это как бы предвыборное подлизывание, что ли, ну или как подмазать. И потому мы объявим типа после выборов. Но на самом деле оно так и есть. Вот эта вся шумиха насчет вот этого, она создана только буквально несколько дней назад, и как раз перед выборами. И эта шумиха ничего не меняет, но очень много дыма создает. То есть на всех каналах об этом рассказывают, все блогеры там что-то рассказывают, кто-то немного недопонимает, тоже рассказывает. Одним словом, тут очень много такого вот громких заявлений, чем это может быть вообще опасно. Это может быть опасно тем, что Аргентина всегда была страной иммигрантов, да, и теперь с этой шумихой, повторяя типа Трампа, что вот виноваты все иммигранты, вот всех иммигрантов надо высылать, вот иммигранты, то есть не правительство виноваты, которое люди там не хватает денег на жилье и цены повышаются, еще что-нибудь происходит, а иммигранты. Типа иммигранты все там украли, все там бесплатно унесли и все. То есть уже создает вот эту атмосферу враждебности к иммигрантам. Хотя Аргентина это страна иммигрантов, всю жизнь была страной иммигрантов. Аргентина построена, как говорят, на иммигрантах. В основной своей массе всегда ехали люди, иммигранты, тут оставались и по конституции, по всему. Тут кто хотел жить в Аргентине, в свободной стране, это страна иммигрантов. А тут это подрывает доверие к правовой системе. То есть тут не суды типа будут решать, а президент издал указы, все побежали там кого-то куда-то высылать. То есть все это туфта, если честно сказать. И может привести к реальной дискриминации, даже если законы не изменятся. Потому что сам общественный фон, общественный вот этот, уже создают вот этими заявлениями, что вот виноваты иммигранты, вот иммигранты должны платить, вот иммигранты, которые воруют, мы их будем высылать. Хотя, блин, и так их высылали, этих иммигрантов, которые тут нарушили законы или что-нибудь такое. И вот теперь вывод со всего этого дела, что этот указ не столько про иммиграцию, сколько про манипуляцию. То есть миграционное законодательство в Аргентине уже содержит нужные инструменты для контроля въезда и выезда в страну, и вопрос применения этих законов, то есть реально их применять, а не что надо эти законы менять. Вместо реальных решений экономических проблем нам показывают виноватых. То есть нам тычут на иммигрантов. Вот иммигранты, они виноваты, из-за них мы типа, блин, плохо тут живем. А вы как считаете, действительно ли миграция угрожает Аргентине или это просто предвыборный трюк? Пишите в комментариях, делитесь видео с друзьями. Если хотите, чтобы я продолжал разбирать такие темы, ставьте лайки, подписывайтесь. И теперь немножко еще хочу вам сказать, чтобы вы понимали, почему я говорю, что про выборы. Какие выборы вообще, ну почему вот это все начинает подниматься в этот период? Какие выборы вообще проходят в Аргентине в 2025 году? Ну, основные выборы в Аргентине это 26 октября 2025 года. Это в Аргентине состоятся парламентские выборы, на которые будут переизбраны 127 из 257 депутатов Национального конгресса, Нижняя палата, и 24 из 72 сенаторов, Верхняя палата от 8 провинций, включая город Буэнос-Айрес. Ну и еще в Буэнос-Айресе, надо же в Буэнос-Айресе тоже выиграть выборы, чтобы потом, ну эти уже выигравшие люди представляли уже на парламентских выборах тоже Буэнос-Айрес осенью. Соответственно, 18 мая 2025 года, вот буквально у нас сегодня что тут пятница, послезавтра у нас состоятся выборы в законодательное собрание города Буэнос-Айрес, где будут переизбраны 30 из 60 депутатов. И, соответственно, вот эта вся шумиха нам нужна сейчас для этого.